Всем привет, друзья! Вечером 27 числа появился первый геймплей-трейлер весьма интересной и достаточно привлекательной игры Code to Jin Young. В сегодняшнем видео я расскажу про этот проект, а также вместе с вами разберем трейлер. Усаживайтесь поудобнее, сейчас будем окунаться в мир китайского фэнтези и боевых искусств. Давайте для начала я скажу парочку слов о самой игре в общем, а после чего перейдем непосредственно к разбору отдельных моментов геймплей-демки. Если что, прямо сейчас на фоне уже идет демо-геймплей из трейлера. Кстати, если вам покажется, что видео лагает или низкий FPS, то это оригинальный вариант трейлера. Смотрим то, что есть. Ссылка, естественно, будет в описании. Первое, что стоит сказать, это ответить на вопрос, кто же является разработчиком игры и на каком движке она разрабатывается. Разработчиком игры является студия Lightspeed Games. Кстати, именно эта студия трудилась над такими достаточно известными проектами, как PUBG Mobile и Apex Legends Mobile. Сама Code to Jin Young будет с открытым миром и разрабатывается на движке Unreal Engine 5. И графика, судя по демке игры, очень даже достойная. А что касается сюжета игры, сразу скажу, что все, что известно, это то, что он основан на романах Цзинь Юна. Цзинь Юнь — это китайский романист и автор различных эссе жанра уся. Или же, если на китайском, то слово сейчас вы видите на экране. Боевые искусства, и ся — герой. Соответственно, буквальный перевод этого слова значит герой, мастер боевых искусств. В общем, с этого Action Code to Jin Young — это китайская фантастика о приключениях мастеров боевых искусств в Древнем Китае. Дату выхода игры и платформы, на которой она выйдет, пока все еще не называют. И в этом же трейлере, что мы сегодня смотрим, не показали. Что ж, думаю, пока я рассказывал вам об игре в общем, вы успели присмотреться к части геймплея и получить некие эмоции от увиденного. Первое, что бросается в глаза, это очень яркие эффекты во время боя и физика листьев, что разлетаются во все стороны от этого сражения. Понятное дело, у нас с вами будет возможность применять различные комбо-атаки, а также специальные приемы и способности. Это видно чуть ближе к концу трейлера, где воины используют приемы со стихиями ветра. Если быть точнее касательно боевки, то естественно в нашем арсенале воина будут еще и такие дефолтные возможности, как уклонение от атак и обычный блок. Кстати, что касается звукового сопровождения, то оно также гармонирует с происходящим на экране. Пока что точно сказать не могу, кто присутствует на экране, что за два воина, но явно они оба достаточно сильны, как мы уже поняли. Длинноволосый парень с маской на лице использует разные техники, что еще больше вызывает крутые эмоции от увиденного. К примеру, это ледяная рука. Блин, ребят, да эти эффекты реально мощные. Герой, за которого играют в трейлере, проводит контратаку и отбрасывает эту руку в сторону. Здесь же начинают появляться кадры с разрушением разных объектов. Если присмотреться, именно в данный момент это стена, в которую улетела ледяная рука, и спустя мгновение волосы того самого воина в маске. В общем, физика частиц и объектов в игре явно на уровне, так же как и другие визуальные эффекты при сражении. Кстати, если обратить внимание именно на самих героев и их одежду, то можно заметить, что у парня в черном одеянии нет правой руки. А еще в самом начале трейлера, где начинается схватка, и вовсе заметно, как он управляет мечом своими мыслями, без помощи рук, только уже потом начинает использовать левую. Честно сказать, вроде бы как больше каких-либо важных мелочей в этом геймплей-трейлере я больше не увидел. Но в любом случае, если вы что-то заметили, пишите об этом в комментариях. Я читаю комментарий каждого из вас. Что ж, считаю, что Code to Jin Young стоит ждать и при возможности обязательно поиграть. А сейчас хочу попросить вас подписаться на канал. Я действительно стараюсь ради вас и ищу интересную информацию. Продолжаем двигаться к отметке в 20 тысяч подписчиков. Да, к сожалению, сегодняшнее видео получилось достаточно коротким, но судя по опросам в сообществе на ютубе и по новым видео, которые уже вышли, вы уже поняли, что теперь видео будут длиннее. Также выражаю свою благодарность всем, кто поддерживает канал по сей день. Это очень приятно и мотивирует. На этом видео подходит к концу. Огромное спасибо за просмотр и до встречи в новых роликах. Бай-бай!